Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я вам расскажу, как правильно красить седые волосы. Let's go, друзья! Вы часто задаете мне вопросы на тему седины. И вообще это очень популярная тема, и я думаю, что ей надо уделить должное внимание. Итак, давайте разберемся с вами, что такое седина. И почему у волос может быть разный цвет, или его вообще может и не быть. Волосы на голове играют в основном защитную функцию. Они регулируют температуру, а также защищают нас от агрессивной окружающей среды. Холод, солнечный зной. Волосы на голове также защищают нас от вредного ультрафиолетового излучения, исходящего от солнца. В чем заключается смысл этой защиты? В наших волосах есть молекулы меланина, которые и поглощают ультрафиолетовые лучи. Вот она, молекула меланина. Красивая. Именно меланин и придает цвет нашим волосам. Пока организм вырабатывает меланин, волосы у всех определенного цвета. Как перестает вырабатываться меланин, волосы теряют цвет и начинают сидеть. Представьте просто бутылку с краской. Также и волосы. Они как сосуд, наполнены красителем меланином. А седые волосы – это как пустая бутылка, наполненная воздухом. Так вот, как только меланин перестает выделяться в волосы, кутикула волос, которая его покрывает сверху, как чешуя рыбы или кора дерева, и вот как только перестает вырабатываться меланин, что начинает делать наш организм? Конечно, утолщать кутикулу. Кутикула там становится такой сильной, поэтому волос седой очень плохо поддается окрашиванию. Во время окрашивания что происходит с кутикулой? Она открывает свои чешуйки, и молекулы краски попадают в эти пустоты. А в седом волосе чешуйки попробуй еще открыть. Они всячески сопротивляются этому воздействию. В общем, поэтому седой волос очень плохо окрашивается краской. Давайте разберемся с вами, почему же все люди седеют по-разному. У кого-то седина пробивается уже после 20 лет, а у кого-то и 80 может быть 3 волосины седых волос. А ответа, по-моему, на этот вопрос до сих пор нет. Как говорится, есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе, науке это неизвестно. Поэтому, я думаю, всем очень удобно придерживаться наследственного фактора. Бабушка посидела после 20 лет, доча посидела после 20 лет, и внучка также будет сидеть после 20 лет. На наследственный фактор списывают также все хронические заболевания. Но сейчас не об этом. Наша задача на сегодня понять, красить ли седые волосы, и если красить, то как это сделать правильно. И для этого надо понять, что седина может быть нескольких видов. Первая стадия седины до 20%. Это начальная стадия, и ее совсем несложно определить, если у вас только начинает появляться седина в виде одиночных белых волосков. Также она может быть локальной, как правило, спереди у краевой линии роста волос. До 20% седина – это начальная стадия, и ее вообще очень долгое время можно даже и не замечать. У светловолосых людей ее практически незаметно, несмотря на локализацию. Многие выщипывают эти ненавистные волоски руками, накручивают себе и выдергивают. До 40% седина. Это вторая стадия, и она уже более заметна. Скажем так, вы видите четко белые волосы среди своих цветных волос. Но цветные волосы еще преобладают над седыми, но не краситься уже не вариант. До 60% седины. Это уже третья стадия. И определить ее также несложно. Вы начинаете забывать цвет своих волос. Седые волосы его перебивают так, что уже и непонятно, какой был изначальный цвет. И волос кажется каким-то холодным, грязно-серым. До 80% седины. Это уже четвертая стадия. И волосы практически белые.
но еще не полностью. Цветные волосы еще где-то пробиваются, а в общей массе волос уже светло-серый. И стопроцентная седина. Пятая стадия. Волос абсолютно белый, прозрачный. Тут уже не дать не взять. Эта дама прям красотка. Но это при такой седине. И у многих возникает желание остаться в подобной красоте. Но я бы сказала, что так можно делать только при наличии стопроцентной седины, чтобы волос был полностью белый. И если она вообще идет. Все остальные подобные загоны, как по мне, так вообще никуда не годятся. Ну посудите сами. У этой дамы до 80% седина. И ей, видимо, нравится этот эффект. Я, конечно, никого не хочу обидеть, но как по мне, так ей еще метлы не хватает. А теперь посмотрите, какой она могла бы быть. Ну согласитесь же, совершенно другое дело. И это всего лишь один раз в месяц покрасить волосы. А вот, ну на вид же еще дитя. Лицо наимилейшее. Как у Белоснежки, посидевшей только от такой жизни. Как она вам в таком цвете? Ну просто красавица. Это уже, я считаю, недопустимо себя до такой степени распускать. А вот мое любимое. Вот что у этих людей в голове? Ну ведь ничего не стоит покраситься раз в месяц, и будет совершенно другой вид. Королева. Вот эта армия прекрасна, мне кажется, в любом цвете. Пусть года как ласточки летают. Зависит возраст женщины от духа. Быть можно молодой и в 50, а можно жить и в 20, как старуха. Итак, что же надо сделать, чтобы себя продать, подать? Хотя продать это тоже хорошее слово. Это как машина. Чтобы ее хорошо, выгодно продать, ее надо помыть, покрасить, почистить салон, наполировать. А еще что надо сделать? И пробег назад отмотать. Любители машин. В общем, называется это накрасить губы. Так и мы должны стараться все время назад отматывать этот пробег. Зачем его демонстрировать всему честному народу? Итак, мы решили, что мы будем все-таки красить седые волосы. И будем делать это правильно и красиво. Сразу скажу, что разговор я сейчас буду вести о профессиональной краске. Так, именно от процента седины зависит, как же ее красить. Итак, определили степень седины и двигаемся дальше. Начнем с первой стадии, до 20% седина. И человек хочет просто поддержать свой натуральный цвет волос. Отлично. К примеру, у вас свой натуральный 4.0. Это такой темный шатен. В принципе, ничего сложного в окрашивании таких волос нет. Берем 4.0 и красим даже на 3% оксиде, а не на 6%. Как сказано во многих источниках. Если есть седина, надо брать только 6% оксид. Не совсем это точно. Тем более, если вы хотите сохранить свой темный цвет волос, то надо краситься на 3% оксиде, так как 6% оксид поднимет еще уровень вашего тона. Он осветлит еще ваши волосы. И вместо 4.0 мы получаем 5-7. Я часто вижу такое явление. Вроде бы идет красавица, волос шикарный, 4.0, шатен, а корни здрасте, 5-7. Это значит, что красились на 6% оксиде. Он не только окрашивает, он еще и осветляет волосы. Ну ладно бы он их просто осветлял. Ну было бы у вас там 5.0. А он еще и делает этот цвет коричневого оттенка. Не все, конечно, это замечают. Но я думаю, кто красится в темный цвет, знает эту фишку. Профессионально называется это явление горящие корни. Это когда корни светлее остального цвета волос. Ну, если седина не закрашивается на 3% оксиде, возьмите этот 3% оксид и нанесите на 10 минут на вот эту седину.
Погрейте хорошенько феном это место. Потом разводите состав, как обычно, и наносите и окрашиваете волосы. Эта техника называется мардансаж. Я о ней уже вам рассказывала в своих предыдущих роликах. Оксид открывает чешуйки волоса, и краска благополучно туда залетает. Если вы хотите при наличии до 20% седины стать блондинкой, то такое количество седины не играет никакой роли. Такие волосы окрашивают как обычные цветные волосы, и эти ролики я вам уже показывала на себе. А если вы хотите стать яркой, медной, например, то тоже такое количество седины не играет в окрашивании никакой роли. Такие волосы окрашивают как обычные цветные. Далее разберем вторую группу. До 40% седины. Поддерживать натуральный цвет при таком проценте уже сложнее, но еще можно. Хотя краситься приходится уже чаще. И для хорошего результата надо смешивать всегда любой цвет краски с краской для седых волос, которая идет в профессиональных сериях с 2 нулями. Это специальная краска для окрашивания седых волос. И, как правило, ее надо миксовать с тем цветом, который вы хотите сделать. К примеру, вы хотите покраситься, и вы видите, что после окрашивания волос седой не прокрасился. Надо взять 1/3 от массы краску для седых волос и соединить ее с той краской, которой вы собираетесь краситься. То есть основного цвета должно быть 60 грамм, а краски для седых волос должно быть 20 грамм. Все это смешали, размешали с оксидом и вперед. Краска для седых волос прекрасно заполняет отсутствие натурального меланина своими молекулами. То есть это уже второй способ для хорошего, правильного окрашивания седых волос. Этот способ называется препигментация. То есть мы уже обсудили с вами 2 способа окрашивания седых волос. Первый – это мардансаж, открытие чешуек, а второй способ – это препигментация. Я лично часто пользуюсь этими 2 способами. А также можно прибегнуть к мелированию, как тут, например. Частое мелирование очень хорошо маскирует седину. Но это только до 40% седины. При таком окрашивании вы не уйдете далеко от своего цвета и еще очень долго можете прогулять в натуральном виде. А еще при локальной седине также можно брать красочку для седых волос с 2 нулями и окрашивать именно эти участки этой краской. А потом делайте все, что хотите. То есть нам надо заполнить искусственно отсутствие меланина. При осветлении волос до 40% седины, до 9 или 10 уровня тона надо немного постараться. Многим удается это сделать только лишь потому, что цветные волосы перемешиваются с седыми, и осветление проходит как бы на ура. Но если присмотреться, то можно увидеть, что белые волосы так и остались белыми. И знаете, что надо сделать? Заполнить эти волосы натуральным пигментом. Сделать препигментацию. Взять краску с 2 нулями, уровнем тона близко к вашему. А потом осветлять порошком, тонировать. Как я красила себя? Я красила себя в 2 этапа. Осветление порошком, потом тонировка. А при наличии седины до 40%, особенно если есть локализация, надо добавить еще 1 этап. Сделать препигментацию, и он будет первый. Сначала покрасить волосы краской для седых волос, а потом порошок будет это все равномерно осветлять. А потом тонировка, и так каждый раз. При желании иметь яркие цвета, такая же картина. Надо делать препигментацию, как только что мы обсудили. К примеру, вы хотите получить 8,44. Берете 8,44 и 8,20. Их смешиваете между собой и краситесь. Соотношение здесь может быть разное. 1 к 1 или 1 к 2. Следующая группа – это седина до 60%.
С этой группой, можно сказать, работать так же, как и с предыдущей группой. Далее группа до 80% седых волос. Натуральный цвет, особенно если он темный, поддерживать очень сложно. Краситься приходится каждые 2 недели, а в некоторых случаях и каждую неделю. Тут 3 варианта. Делаем припигментацию. Второй вариант – делать мелирование. Но уже результат может быть сомнительный, так как седых волос уже очень много. Больше всего подойдет 3-й вариант. Это уходить в блонд. Я представляю, какие у многих глаза. Всегда была черного цвета, а тут бац и белый. Вы знаете, я всегда своим клиентам говорила так. Неужели вам не хочется хотя бы раз в жизни побыть блондинкой? Посмотреть на себя? А может, вы будете просто улетной дамой? А может, ваша жизнь изменится с черного на белое? В основном случаи такие. Боятся, сомневаются и переживают. А вдруг мне не подойдет? А вдруг я стану страшной? А вдруг я стану старше? А вдруг меня муж из дома выгонит? А что скажут соседи? Что скажет моя мама? Скажет, ну совсем на старости лет свихнулась. А вдруг волосы вылезут? А коллеги по работе скажут, выкрасилась. Но после того, как все это свершится, что с людьми творится? От счастья плачут, на кресле скачут, от зеркала не могут оторваться и вперед тусоваться. Вот оно счастье парикмахерское. Но был у меня случай, когда одна дама с высоким положением в обществе также сначала прыгала от счастья, а потом однажды пришла ко мне и говорит, слушай, меня тут будут награждать, пригласили аж вон туда, сказали будут фотографировать с самыми-самыми, в средствах массовой информации распространять. Может, как-то мне стать поскромнее? Может, покрасишь меня в мой натуральный цвет? Без этого белого. Я ей, может, не надо? Она мне, надо, Федя, надо. Я говорю, ну, раз партия сказала, комсомол ответил есть. Ей было на тот момент около 60 лет. Подтяжками лица она не занималась. Так, лицо, как у всех запаханных женщин. Свой у нее был 7-0. Ну, я и сделала ей 7-0. И это после балаяжа-то. Помыли голову, надела полотенец и идем в кресло. А когда я ей мыла голову, уже увидела, что моя дама постарела лет на 20. Думаю так, надо ей делать укладку, чтобы она себя в зеркало не увидела раньше времени. Может, укладка все изгладит. Отвернула ее от зеркала и сушу. А она мне, ну как? Я ей, ну пока непонятно, ну тоже ничего. Так и хотела сказать ничего хорошего. Но желание клиента для нас закон. Сушу дальше. К слову сказать, было уже достаточно поздно. Около 9 вечера. Я так частенько оставалась с клиентами, пока сделаю ногти, волосы, брови, депиляцию. Ночевали почти в салоне. Высушила и думаю, показывать ей или нет. Она, ну что? Я ей, знаете, Наталья Васильевна, на данный момент у меня есть 2 вещи. Валидол и время, чтобы все вернуть обратно. В общем, превратилась из ухоженной дамы в какую-то старушку. А до этого ведь была. Года бегут, и я бегу. И фиг они меня догонят. Думаю, увидеть себя в зеркало, в обморок упадет. А как же награда? Естественно, я ее такой оставить не могу. Буду все переделывать. Так и вышло. Смотрит на меня умоляющими глазами. А я ей, спокойно, Маша, я Дубровский. Туда будете доставлены в лучшем виде. И начинаю делать ей смывку. Которая, кстати говоря, делается только под свежеокрашенным волосам. Потому что я знаю, что многие путают смывку со осветлением. Вот эту фишку про смывку я обязательно вам расскажу в следующих роликах. Смывка делается в течение 15-20 минут максимум. Очень быстро. Я смыла ей этот цвет, затонировала. И вуаля, передо мной опять моя Наталья Васильевна. Она мне, мама мия, я ж теперь не усну. Как вспомню себя. Мне ж лет 80, а то и 90 можно было дать.
А я ей: главное, чтоб костюмчик сидел. Говорю ей: представляю, вас награждают, награждается за заслуги перед Отечеством Наталья Васильевна. И вы такая встаете со своего кресла, а вам: да как же она до нас доканделяла. А муж: уйди, старушка, я в печали. В общем, насмеялись мы с ней тогда. Одним словом, вы понимаете мой намек. Седина в бороду, а блонд в ребро. Система окрашивания седины до 80% в блонд очень простая. Берете краску, суперосветлитель. Это 10, 11 и 12 уровень в любой профессиональной краске и даже непрофессиональной. Наносите себе, смываете, и вы красавица. Ну, можно, конечно, сделать еще себе прикорневое тонирование на пару тонов ниже, чем тот, которым вы будете краситься. Тогда вы получите легкий балаяж, то есть будут корни немного темнее, а основная масса волос светлее, и будет просто песня. Порошком нет смысла осветлять такие волосы, только краска. Главное правильно подобрать себе оттенок под цвет лица. Так, вскользь можно сказать. Теплому цвету лица надо подбирать холодный оттенок, цвет волос. И холодному цвету лица надо подбирать теплый цвет волос. Я об этом вам обязательно расскажу в следующих своих видео, как правильно подобрать цвет волос, учитывая цвет лица. И стопроцентная седина – это 5-я категория, и с ней все просто. Если седина красивая, то можно ничего не делать. Но если у вас еще есть порох в пороховницах, то можно опять же воспользоваться суперосветляющими сериями и придать седине какой-нибудь красивый оттенок, который уберет эффект седины, а сделает из вас шикарную блондинку. Ну вот, мы сегодня с вами прошли ускоренный курс по окрашиванию седины. И я вам желаю, дорогие мои, успехов в этом деле. А также желаю удачи, благополучия, изобилия, радости и счастья от того, что вы делаете. Я вам искренне этого желаю. И я вам очень благодарна за такие комментарии, которые вы мне пишете. Ваши комментарии бесподобны. Продолжайте в том же духе. А я буду стараться радовать вас и дальше. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.